I'm Bill, and I'm an alcoholic. Меня зовут Билл, я алкоголик. And joining you from St. Petersburg, Florida, the recovery capital of the world. Я присоединяюсь к вам из Флориды. Санкт-Петербург также называется город. And Мировая столица выздоровления, как он называет. okay. So this might be a little, anyway, thank you for inviting me. Спасибо большое за приглашение. I originally spoke with Natasha a couple of years ago, trying to figure out how to do something, and because of COVID now, everybody's used to using the computers, so this turned out to be a good thing. Okay, just a moment, please. Он говорит о том, что как-то несколько лет назад обращался к одной из наших анонимных девушек, которую зовут Наташа, и говорил о подобном проведении подобного собрания. И поскольку сейчас из-за ковида мы вынуждены пользоваться интернет-ресурсами, то это случилось. So because of COVID, with Zoom and Skype, we have all kinds of new opportunities. I think this may be the best thing that's happened to recovery since the cell phone. Okay, just a moment, please. Я думаю, что из-за ковида, из-за этой ситуации с ковидом мы вынуждены пользоваться скайпом и зумом, и это самая прекрасная возможность, которая произошла с нами с момента изобретения мобильных телефонов. I don't think this replaces live meetings, but I think it's a huge supplement to live meetings. My daughter was administrator for a Facebook Al-Anon group with 42,000 members. Just a moment. Я не думаю, что подобные собрания, то есть онлайн-собрания, могли бы заменить нам живые собрания, но и это огромный вклад и поддержка живых собраний. Например, моя дочь, она ведет страницу в Фейсбуке, посвященную аланоновцам, где членами является около 42 тысяч, если, ребята, извините, с цифрами всегда была проблема, около 42 тысяч людей. So we have all kinds of new possibilities that we didn't have before. Поэтому сейчас мы просто сталкиваемся с новыми возможностями, имеем новые возможности, которых были лишены до этого. And I want to welcome the newcomer for coming on the worst day of your life. Я бы хотел поприветствовать новичка, который пришел в самый худший день своей жизни. My first meeting was the worst day of my life because not only was I an alcoholic, but now I had to go to all these damn meetings. Например, для меня самым худшим днем моей жизни был как раз день первого моего собрания, потому что не только по причине того, что я был алкоголиком, но еще и теперь мне был вынужден ходить на эти все дурацкие собрания. But if you keep coming back, you will get the help that you need, I promise. Но я обещаю тебе, что если ты будешь продолжать приходить на эти собрания, то обязательно получишь помощь, в которой ты нуждаешься. Now I'm supposed to share my experience, strength, and hope, and in doing that, I may say something that you will disagree with. Я понимаю, что я должен сейчас поделиться своим опытом, силой выздоровления, и говоря о своем опыте, я могу говорить о вещах, с которыми вы можете быть не согласны. And if you disagree, you'd be wrong, because this is my experience. Yours may be different, and that's fine, but this is my experience. И если вы не будете согласны с этим опытом, с тем, что я скажу, тем не менее, это мой опыт, и это нормально, что вы можете быть с ним не согласны, потому что ваш опыт – это ваш, а то, что я буду говорить, это мое. Okay. In the second appendix in the big book, it says the three essentials of recovery are honesty, open-mindedness, and willingness. Во втором абзаце
книге «Анонимные алкоголики» сказано о 3 необходимых вещах, которые помогают нам в выздоровлении. Это открытый разум, честность и непредубежденность. Just which you said, open mind, honesty and willingness. И готовности. Okay. So if we could take just a moment and pray or ask your higher power for honesty, open-mindedness, and willingness. Just a moment of silence. Сейчас мы могли бы просто помолиться и попросить Бога о том, чтобы Он даровал тебе честность, готовность и непредубежденность, открытый разум. Right now, you mean? Right now. Прямо сейчас. Thank you. Now I feel like we can start. Спасибо большое. Теперь я готов действительно начать свое спикерское. I think the first thing that most alcoholics recover is an opinion. And I'm going to try not to share too many opinions today, just experience. Я знаю, что многие алкоголики стараются поделиться своим мнением, не опытом. Как раз сегодня я хотел бы именно об опыте поговорить. Okay? By the way, I do have hair. Especially for us? Yes. Сегодня я сделал прическу такую специально для нашего собрания, к нашему собранию. My sobriety date is April 26, 1978. 26. April 26. 26 апреля 1970. Which one? 1978. 1978. 78 года. 26 апреля 78 года я обрел свою трезвость. День, когда я обрел свою трезвость. 1978. That's BC, before crack. Это было до, есть такое выражение, да, BC, вы знаете, оно переводится как до нашей эры, но это имеет, он переводит это как до того, как он познал крэк, до использования крэка. Which is a good thing, or you may have a different speaker today. Speaker today? What do you mean? It's a good thing it's before crack, otherwise you might have someone different speaking here today. Имеется в виду, что хорошего в этом дне то, что иначе у вас был бы другой спикер сегодня. Okay. Okay. So I grew up in a middle-class family. There was no evidence of alcoholism until I got older, and I had an uncle and several cousins that were all alcoholics. Okay. Я родился и вырос в семье среднего достатка, где не было никакого употребления, никто из родителей не употреблял до тех пор, пока он не подрос, немного не познакомился со своим дядей и несколькими кузенами, которые пили, которые были алкоголиками. I think for most of us there's a genetic component to this, a genetic part to this. Okay. Я думаю, что для большинства из нас очень важен тот момент, аспект, что все-таки у нас есть генетическая предрасположенность к этому. And the two things that I remember, even as a small child, is I was always afraid and I always felt like I didn't belong. И два момента, которые я помню с детства. Я всегда ощущал себя одиноким и каким-то отделенным от всех. Окей. И очень сильно боялся, да, испытывал страх. Окей. And I grew up in a church, that told me that I was guilty all the time. I hadn't even done anything yet, but I was guilty. И я вырос в религиозной среде, и в церкви у нас часто говорилось о том, что я
я уже по рождению виноват в чем-то, греховен. Я еще ничего не успел сделать, но я уже греховен изначально. Окей? So even as a small child, I felt afraid and isolated and guilty. Даже будучи ребенком, поэтому даже будучи ребенком, я чувствовал себя изолированным, отделенным от всех, виноватым и испытывал сильный страх, боялся всего. Окей. And when I discovered alcohol, that took care of all of those things for me. Тогда, в тот момент, когда я открыл для себя алкоголь, все эти вещи просто улетучились, перестали существовать для меня. Окей? Okay. The single biggest thing that alcohol did for me was it removed the fear right up until it didn't, and that's when I came here. Самая большая вещь и хорошая вещь, скажем так, да, в кавычках, то, что сделал алкоголь для меня, он просто убрал и избавил меня от страха до того момента, пока я не пришел в АА. Окей? And by the time I was 16, I was already drinking alcoholically. Уже в 16 лет я пил так, как пьют алкоголики, настоящие алкоголики. There's a story about two gold prospectors in Alaska in a cabin in the middle of the winter. Окей. Билл рассказывает историю о двух золотоискателей, скажем так, которые были на Аляске, и они были занесены снегом. Окей. They're isolated, and they can't leave. So eventually they wind up talking about God. One is an atheist, the other one is very spiritual. Okay. И поскольку они были изолированы и не оставалось ничего делать, они говорили очень много о Боге и пришли к разговору о Боге. Один из них был атеистом, другой был верующим человеком. Okay. And the atheist says, I gave your God a chance once and he failed me. И атеист признался в том, что когда-то он верил в Бога, но потом разуверился в нем. I was lost in a blizzard and I thought I was going to die and I asked your God for help. Однажды я потерялся в метели, была очень сильная метель, и я потерялся, заблудился и испугался и думал, что я умру. The spiritual man smiles kind of a knowing smile and he says, well, then surely you must believe because you're here. На что верующий, улыбаясь улыбкой знающего человека, сказал ему, ну, наверняка тогда ты обрел уже веру в Бога, поскольку ты здесь находишься. The atheist says, no, God failed me. Some Eskimo came and showed me how to get back to town. Но на это атеист возразил, что нет, вот как раз Бог-то мне не помог, мне помог эскимос, который вывел меня оттуда, из этой метели, на дорогу. And the only reason that any of us are here is because some Eskimo took the time to show us how to get here. И причина, по которой мы все находимся сейчас здесь, на этом собрании, в сообществе в целом, это потому, что кто-то когда-то, однажды какой-то эскимос нашел время и показал нам дорогу сюда. And my first Eskimo was Tom. He worked with me. I was 21 years old, and he took me to my first meeting. Для меня таким эскимосом был человек по имени Том, который привел меня на первое собрание. Он работал со мной, когда мне было 21 год. And I thought I was too young, and I did not identify with anything that was said. Но я был слишком молод и никак не мог себя проидентифицировать со всем тем, что говорилось на сообществе. But he stayed in touch with me, and he would call me on a regular basis. Но он продолжал быть на связи со мной и все время возил меня на собрания на регулярной основе, на ежедневной основе. The best way to describe my alcoholism,
by drinking, there were not a lot of funny stories. It was really just much more tragic than funny. Но если говорить в двух словах о моем алкоголизме, то в нем нет никаких прикольных историй. Там было очень много трагедии, трагичного. The best way I can explain it is join me, put your hand up against your face and close your eyes. Единственное, что я хотел бы вам на примере подсказать, что вот понять, для того, чтобы понять меня, вы можете просто сейчас положить ладонь, подпереть щеку ладонью. And just imagine the cold feel of the porcelain toilet bowl against your cheek in the morning. Закрыв глаза, просто вспомнить о холодном унитазе по утрам, которого вы обнимали по утрам. And I think for almost all of you, that's all I really need to say. Я думаю, что для всех вас мне следовало бы сказать. And what happened over the next 11 years after my first meeting is nothing happened. For the last 11 years? 11 years, yes. Mm-hmm. Again, please. I'm just... What happened after my first meeting for the next 11 years is nothing happened. I see. Я должен признаться вам, что с момента моего первого посещения группы и на протяжении 11 лет не произошло ничего прекрасного. Ну, ничего такого не произошло. Everyone I knew was doing things. They were finishing college, they were getting married, they were starting careers, buying homes, having children. None of that happened for me. В то время как люди женились, выходили замуж, заканчивали учебу, высшие заведения, покупали дома, рожали детей, всего этого со мной как раз не происходило. Nothing happened. 11 years later, I'm in the same place doing the same thing and nothing has changed. Через 11 лет я оказываюсь на том же самом месте, в том же самом состоянии. Ничего просто не изменилось. Which made it difficult for me to identify when I first came here. То, что стало причиной того, что я не смог идентифицироваться с другими алкоголиками, это because people talked about losing marriages and losing jobs and going to jail. None of that happened for me. I never got fired. I never lost a marriage because I never had one. Never got fired because I never had a really good job. Окей. Дело в том, что причина, по которой, я еще раз повторюсь, причина, по которой я не смог идентифицировать себя с людьми с группы, потому что они говорили о разводе в результате своего употребления, о каких-то потерях, потере работы и так далее. Я не мог говорить о том же самом, потому что со мной такого не происходило. Я не терял работу, потому что у меня ее не было. Я не разводился и не терял семью, потому что у меня ее не было. Я не был женат. In English, the term is has been. They had things and lost them. Has been. I was and never was. I never had anything to lose. Да, в английском языке есть такое понятие, оно так же, впрочем, как и в русском, что когда-то у них это было, а потом они потеряли в результате каких-то событий. А у меня этого не было просто. So I was 32 years old, and I thought that maybe what would fix me is if I found a woman and got married. И в 34 года я подумал, что, наверное, единственное, что мне поможет, это, конечно же, найти хорошую женщину, жениться. You knew there'd be a woman here somewhere, didn't you? Вы знали, что будут там женщины, правильно? And I found her, and she was absolutely perfect. She was beautiful. She'd been a model and a singer, and she was rich, and she had just gotten out of a mental hospital. Я нашел такую женщину. Это была прекрасная, красивая, замечательная девушка, модель, певица, и она только что вышла из психиатрического
лечебнице психиатрической. Something about a boyfriend who drank too much was why she was in the mental hospital. Причиной того, что она попала в психушку, было отношение с парнем, который очень сильно пил. So we had this love affair that lasted about 2 weeks, and she dumped me. She left. У нас был прекрасный роман, около 2 недель длился, и в конце которого она просто ушла, она оставила меня, бросила меня. And I was absolutely destroyed. This was the thing that was going to fix me, and she's gone. Я был полностью потерян и расстроен, потому что как раз она-то и должна была помочь мне выздоравливать и чувствовать себя лучше, но эта вещь как раз и ушла, то есть этот человек ушел. And out of that pain and misery, I asked this God that I wasn't sure I believed in anymore for help, and I got an answer. Я спросил Бога, после этой ситуации я спросил, обратился к Богу и спросил, что, вернее, сказал ему, что я не верю ни в какую помощь теперь, и я получил ответ. It was not the answer I expected. И это был, кстати, ответ, которого я не ожидал. I had known from the time I was 17 that when I picked up the first drink, I did not know when I was going to stop. С момента, как я впервые поднял первую свою рюмку, это было в 17 лет, я не знал, что я не остановлюсь после этого никогда. The difference is now I didn't know when I was going to start. And I'm drinking in the morning, and I'm drinking at work, and I'm just drinking all the time. И спустя столько времени разница лишь в том, что теперь я знаю, что начав однажды, я не смогу остановиться. Я начну утром, начну на работе пить и не остановлюсь. And that went on for 6 months. And I woke up one Sunday morning and I just couldn't do it for another day. You mean you couldn't drink? Right. Mm-hmm. I When it just happened? couldn't continue. Excuse me? I woke up on a Sunday morning and I just couldn't continue drinking for another day. Okay. Да, и однажды прекрасным воскресным утром я проснулся и вдруг понял, что не могу продолжать пить. And I decided to stop drinking, and I had never tried that before. И тогда я принял решение перестать пить, прекратить пить. Решение, которое никогда до этого не принимал. And I didn't drink Sunday, and I didn't drink Monday, and Tuesday night I was drunk, and I could not remember picking up the drink. Я не пил 2 дня, но Monday, Tuesday, and Wednesday you're drunk, right? No, I'm sober. Sunday, Monday, Tuesday night I'm drunk. I didn't drink for 2 days. The 3rd day I'm drunk and I don't remember picking up the drink. Да, в течение 2 дней, то есть воскресенье и понедельник он не пил, держался, а во вторник он вечером напился. И не помнил даже, как это случилось, как это произошло. Okay. So the next day I went to my second meeting. На следующий день я пошел на свое второе собрание. And I knew 2 things. I knew that I was an alcoholic, and I knew that AA worked because my friend Tom was still sober 11 years later. И на тот момент, когда я пошел на свое второе собрание, я знал 2 вещи. Первое, что я был точно алкоголиком, и второе, что АА работает, поскольку мой друг Том через 11 лет все же продолжал оставаться трезвым. And I went to my second meeting and they told me, just don't drink and come back tomorrow. And they asked me if I could do that, and I said yes.
А на втором своем собрании меня сказали мне не пить сегодня и прийти завтра на собрание. Спросили также, смогу ли я это выполнить. Я сказала, да, окей. I got a big book the first 2 or 3 days that I was there, and they told me to read the doctor's opinion. У меня была книга «Анонимные алкоголики», и они мне посоветовали прочитать мнение доктора, главу мнения доктора. And that answered everything for me because it explained that the first thing that happened was the mental obsession before I picked up a drink. И в этой главе я нашел все ответы для себя, потому что там как раз объяснялось о том, что тому, что я поднимаю первую свою рюмку, выпиваю рюмку, физическому аспекту, предшествует мое мышление, мое ментальное состояние. Because I had woken up 1,000 times and said, I'm not going to drink today, but was drunk by the end of the night. И поскольку тысячи дней и ночей, когда я просыпался по утрам и давал себе слово не пить, а к вечеру был уже пьян. And I didn't understand why. The doctor's opinion explained that. Я даже не понимаю, почему наконец-то я понял, в чем причина этого. My first spiritual advisor in AA was a 6'7" biker by the name of Jim. Again, please. Your advice? Motorcycle rider, biker. Oh, I understood. But what? He was 6'7" tall. Very tall. Okay. And could you please say this sentence again from the beginning? My first spiritual advisor in AA was a 6'7" biker by the name of Jim. Моим духовным советчиком, первым духовным советчиком стал человек по имени Джим. Джим. Байкер. Да, он был байкером и был очень-очень высоким. And he told me that I needed to pray. Он как раз мне сказал о том, что мне нужно молиться. And I didn't want to pray. А я не хотел как раз молиться. And I didn't know who to pray to. Я даже не понимал, кому молиться. But he was 3 years sober, and he was still crazier than I had ever thought about being, but he was sober. Но он на тот момент был 3 года как трезвый, и 3 года это... You didn't even think what? You said he was He was 3 years sober and still crazy, but he was sober. Окей. Он был 3 года, он был трезвым, правда, немного сумасшедшим, продолжал оставаться сумасшедшим, но все-таки трезвым. Okay. And he told me if I did not have a higher power, I could pray to his higher power. To his higher power? Yes. Okay. Он сказал, что если у тебя нет своей высшей силы, то ты можешь взять взаймы мою. Okay. So I did, and it worked. И я так и сделала, и это сработало. Another Eskimo. И другим эскимосам. A couple of other Eskimos told me to not try to understand, to just take the actions. Другая парочка эскимосов объяснила мне, что не нужно стараться понять это все, нужно просто предпринимать действия. And I didn't want to do any of this, but I didn't want to drink, so I did it anyway.
Я не хотел все то, о чем они говорили, о тех действиях, я не хотел ни одного этого действия делать, но поскольку я не хотел и пить, то я стал предпринимать эти действия. The first 5 years I was sober, I didn't want to do any of the things you told me to do, and none of them felt right, but I did it anyway. В течение первых 5 лет мне совсем не хотелось делать все эти вещи, о которых вы говорили на собраниях. Тем не менее, я чувствовал, что мне не нужно. You felt right? Or? None of it felt right. It didn't feel good. Я не чувствовала, что я должен это делать. Вернее, так, сейчас извиняюсь, ребят. В течение первых 5 лет я делал все те вещи, которые мне не хотелось делать, но о которых вы говорили, что их нужно делать. И я делал, тем не менее, несмотря на то, что мне не казалось это правильным. Okay? Okay. And it's only because I did the things that you told me to do that I didn't want to do that I'm still here. И только благодаря тому, что вы мне говорили, благодаря тем действиям, которые я предпринимал, о которых вы мне напоминали и говорили, только поэтому я сегодня на этом собрании. I got sober in Akron, Ohio, where it all started. Я обрел свою трезвость в Ohio, в Акроне, там, где все начиналось. If you want to know what that was like, there's a book called Dr. Bob and the Good Old Timers. I would hope it's been translated into Russian. It is. Если вы захотите взглянуть в историю возникновения, то написана прекрасная книга «Доктор Боб и славные ветераны». Я надеюсь, что она переведена на русский язык. Да, она переведена, ребят. Можно действительно ее почитать. And I knew all of those people in the book, and they were the ones that taught me how to stay sober. Я знал всех тех людей, о которых написано в этой книге, и они как раз мне говорили о том, чтобы оставаться трезвым. And back then, better than half of the people that came to AA stayed sober. Again, please, back. Then, better than 50% of the people that came to AA just stayed sober. И половина из тех, кто пришел в АА, оставались трезвыми. Very different than what we see today. Это немного другая картина, она отличается от того, что есть на данный момент, в настоящее время. So 20 years ago, I'm not sponsoring a whole lot of new people because it's too difficult. Most of them are not staying sober, and it's too painful to watch. 20 лет назад я еще никого не спонсировал никаких новых людей, потому что они просто не оставались трезвыми, не задерживались долго, и было очень больно смотреть на все это. And that bothered me because that isn't what I was taught to do. Меня это очень сильно беспокоило, потому что все, что происходило, меня учили другому. Я выздоравливал по-другому. Okay. And I met some people who took people through the steps quickly. Я повстречал людей, которые проводили людей очень быстро по шагам. It's a format called Back to Basics. И это называлось «Назад к основам». Which I think some of you are familiar with. Я думаю, что некоторые из вас знакомы с этой программой. So for the last 20 years, when I work with people, we take all of the steps within the first 30 days, usually within the first week. For the last 20 years? 20 years. За последние 20 лет я стал проводить людей по этой программе, которая прохождение шагов по которой занимает где-то приблизительно 1 неделю, от 1 недели до maximum, you said 31 week,
from 1 30 days. Well, within a month, but most of them we get through the steps within a week. Со многими из них от 1 недели до месяца занимает прохождение по шагам по этой программе. Окей. And better than half the people that I work with stay sober. И где-то половина людей, с которыми я работал по этой программе, остаются трезвыми. The steps were designed to be taken quickly and often. Quickly and often. Дело в том, что шаги были так организованы, чтобы проходить их быстро и часто. I got a call Tuesday morning from a woman I used to sponsor who is now sponsored by one of my sponsees. Во вторник утром мне позвонила женщина, которую я спонсировал когда-то, а теперь она спонсирует сама. Okay? And she was just absolutely ecstatic, glowing, happy, because she had just done a 4th and 5th step with her first sponsee. И она была настолько переполнена радостью, поскольку в тот день она впервые провела собрание со своим первым спонсируемым. First step? And she said, 4th and 5th step. 4-й и 5-й шаги у них были. And she said, I've been in and out of AA for 7 years, and I finally understand what you're talking about. Она сказала, что она была счастлива от того, что в сообществе она провела на тот момент около 7 лет, приходила и уходила из сообщества в течение 7 лет. И в тот момент она сказала, что наконец-то... И никогда за это время она никого не спонсировала. И она, позвонив ему, она сказала, что она наконец-то поняла все то, о чем говорил Билл ей. And she's 40 days sober. The sponsor, not the sponsee. И являясь спонсором, сейчас она спонсирует, будучи трезвой, имея срок трезвости 40 дней. The sponsee was 5 days sober. А ее спонсируемая была, у нее было 5 дней трезвости. And she'll finish the rest of the steps with her this week, and she'll be sponsoring by next week. You mean her sponsor will be sponsoring? Yes, the new one. Okay. И они планируют закончить шаги. Эта женщина планирует закончить шаги своей спонсируемой к концу этой недели, и уже на следующей неделе ее спонсируемая собирается спонсировать других людей. If you think it's exciting to get one of these, если вы считаете, что это очень... You can't imagine how exciting it is to give one away. To give one away? A token. Do you have tokens there? We have got, yes, 1 day or 30 days and etc. Yes. Is it 1 year? So the real excitement is in giving them away, not getting them. Если вы считаете, что здорово получать эти медали, то еще более интереснее и захватывающе, когда вы дарите кому-то эти медали. The big book says nothing will so ensure sobriety as intensive work with another alcoholic. В большой книге говорится у нас о том, что ничто, кроме интенсивной работы с другими алкоголиками, не дает вам стабильной трезвости. It succeeds when all other activities fail. И только это, когда все другое не помогает, помогает работа с другими алкоголиками. And that's the secret. И в этом и есть фишка, в этом и есть секрет. And I think I'm about out of time, so I just want to tell you that my life today is good. Я думаю, что время уже выходит, мое время выходит. Я хочу добавить только, что у меня прекрасная жизнь на сегодня. Время есть еще.
We have time, Bill. Okay. You may continue. I get to live in a place where I used to save my money all year to come on vacation here for 2 weeks. Now I get to live here. Было время, когда я собирал деньги для того, чтобы копил деньги для того, чтобы проводить свое время, приезжать, скажем, на отдых в то место, где я сейчас живу, куда я переехал. And I'm retired and I have a lot of time, so I get to work with a lot of people. Я на пенсии, я не работаю, у меня достаточно много времени, которое я посвящаю работе с другими. And when this COVID is all over, and it will end, you know, in a few months or a year, it will end. И когда ситуация с ковидом прояснится, улучшится, то есть когда ковид уйдет, а он, конечно же, все как закончится, либо через несколько месяцев, либо через год. All of these people that disappeared from the meetings, most of them are going to be back. Все эти люди, которые на данный момент исчезли с групп, не могут прийти на группу или не пришли на группу, они вернутся. They aren't going to die, they're going to be back. And they're going to need people like us, like you, to have the door open and to work with them, to be their Eskimos. И эти люди, они не умрут, они никуда не денутся, они вернутся в стены в стены АА. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, чтобы держать наши двери открытыми, наших групп, и быть теми эскимосами, которые покажут им путь. So please get with somebody and get through the steps so you can be of service to someone else. Поэтому моя просьба: спонсируйте других людей, находите этих людей, становитесь спонсорами для них. And if you aren't sure what to do, we're going to have a workshop at the end of the month where we'll take you through all 12 steps in 4 hours. И если вы не совсем уверены в своих знаниях или вы не знаете, что делать, то я приглашаю вас на семинар, который будет проходить в конце, at the end of this month, right? Yes. В конце этого месяца, где мы пройдем по всем шагам за 4 часа. It's I'm looking for the date. It's on the 26th. 26-го. Это будет 26 сентября. And somebody there, Stan or Kate or somebody, should have a flyer, and maybe you can post it. I don't know how you do that here, but you should be able to post it in the chat, Yes, maybe. Yes, Bill, I just wanted to say that, yes, I've got it. I've got one flyer from Kate. Да, ребята, Билл говорит о том, что будет рассылка по поводу этого семинара, и действительно у меня есть эта рассылка, я разошлю всем, кому это интересно, и я так понимаю, он просит и вас разослать дальше в чаты, чтобы люди пришли на семинар, окей? Yeah, this works, and we need you to help us with all the people that are going to be coming back. Это действительно работает, и нам нужны вы, нам нужны люди, которые бы работали с другими людьми, которые придут на собрание. All I ever wanted to do was be happy. Единственное, что я хотел в своей жизни, быть счастливым. And you tricked me into it. Вы заманили меня в эту ловушку. You talked me into doing the things that I didn't want to do to save my life. Вы разговаривали со мной и предлагали делать действия, которые я не хотел делать для того, чтобы сохранить свою жизнь. And as a result of doing those things, you made me useful. And in becoming useful, I became happy.
И делая все эти действия, я стал полезным, нужным человеком. И став нужным человеком, я стал счастливым. So if you want to be happy, stick around and do the things that you don't want to do. И мой совет, если вы хотите быть счастливым, оставайтесь здесь с нами и делайте все те вещи, которые вы не хотите делать, и вы станете счастливым. So I think my time is up. Thank you very much for letting me speak. And I don't know if you're going to do questions or what's next. Thank you. Мое время вышло, я думаю. Спасибо большое, спасибо за то, что позволили мне поделиться своей историей. И я думаю, что, наверное, вы захотите задать пару вопросов. I'm done. Thank you. У меня, в принципе, все. Bill, thank you very much. Так, ребята, у кого есть вопросы, единички в чат ставим. Можно писать также в чате. Пожалуйста, единички. Вот первый, кто поставил. So, Bill, we are waiting for the questions in the chat. Once it will be written, I will announce it to you. By the way, while they are writing, could you please let me know how old are you? Because you are looking good. How old am I? Yeah. I'll be 75 in a few weeks. Nice to hear. Спросил, сколько ему лет, он говорит, через недельку 75 будет. Довольно неплохо выглядит, на мой взгляд. I don't feel 75. Я не чувствую себя на 75. Actually, you look amazing. Thank you. You know it, I think. I'll tell a story about that. Every man in my family on both sides was dead by 66. Okay, just a moment, please. Ребят, я сказала комплимент Биллу, что он хорошо выглядит, и он говорит, что хочет рассказать историю, связанную с тем, что, видимо, с моим комплиментом. Говорит о том, что каждый мужчина в его семье и с папиной, и с маминой стороны умирали в 66, я так поняла, да, лет? So when I turned 66, I was kind of just waiting to die. И когда мне исполнилось 66, я был готов умирать. And 3 years ago, I looked around and I'm 72 and I'm not dead. А 3 года назад я огляделся и понял, что мне 72, и я до сих пор жив. And my pre-diabetes has turned into diabetes, and I'm 50 pounds overweight. And I thought I might live for another, 15 or 20 years, and I don't want to be sick. Okay. И, к сожалению, мой прогноз о том, что я, как сказать, предварительно были показания к тому, что предрасположенность к диабету, поставили точный диагноз, что он действительно болен диабетом, он прибавил в весе на 50 фунтов, не знаю, как это в килограммах у нас, но в какой-то момент он подумал, что я собираюсь жить еще 15-20 лет и жить здоровым. So I started exercising and started eating better, and I lost 50 pounds. I don't need the diabetes medication anymore. I'm healthy. И тогда я принял решение вести здоровый образ жизни. Я стал упражняться, правильно питаться, потеряла в весе 50 фунтов и не использую таблетки от диабета.
You know, I've had 3 sponsees that literally ate themselves to death. 8? Yes, ate too much. Yeah, I understand. Got too heavy. Died. Трое из моих, трое из моих спонсируемых умерли от ожирения. You know, my first wife died from smoking, sober. Моя первая жена умерла, скончалась от того, что курила, будучи трезвой. То есть она была трезвая, но умерла от курения, последствий курения. What a tragedy to come here and be delivered from one disease to die of another. Это большое горе, трагедия, избежать одной болезни и умереть от другой. It's like the jaywalker in the big book. You know, maybe you avoid the car, but then run out in front of a bus. Да, это так, как в той истории, описанной в нашей книге, когда вы, возможно, избежите аварии с машиной, но столкнетесь с грузовиком. And this program will work for other things too. Но эта программа работает. I'm useful today. I want to live. Я сегодня нужен, и я хочу жить. So it looks like you have some questions. Думаю, что есть у вас какие-то вопросы. Дина, ты будешь переводить то, что в чата пишет, или хочешь, чтобы я это сделал? Как лучше тебе? Да, могу взять передышку. Давай. Татьяна, пожалуйста, твои единички. There was a question from the newcomer, Bill. The program which you are talking about, the FAST program, is it for the newcomers or it's some kind of the speeding up program for everyone? It's not speeding up. It was the way the program was originally designed. Константин отвечает на твой вопрос, что эта программа не какая-то ускоренная, а программа, как она была изначально разработана. И это он говорит про, так понимаю, back to basic. In Bill's story, he talks about doing his 4th and 5th step with Ebby. And that was his third day in detox. How much day in detox? In Bill's story. Это история, которая being in detox and sitting down with his friend, which was Ebby. And he did the equivalent of steps 4 through 8, his third day in detox. Эта история описана в книге Билла, когда он с ним сидел и прошел шаги с 3 по 8 там за короткое время. На 3-й день своего детокса. На 3-й день своего детокса. Dr. Bob was making amends the same day he had his last drink. Say it again, Bill. Dr. Bob was making amends the day that he had his last drink. He had his last drink in the morning and made amends in the afternoon and evening. И, соответственно, как только он стал трезвым, он уже оказал помощь другому человеку на следующий же день. Нет, извини, пожалуйста, там немножко некорректно. Он про доктора Боба говорит, а то, когда доктор Боб сделал свои 9-е шаги, то есть возмещение ущерба в день, когда он бросил пить. Okay. If you read the story in the big book, he sold himself short. He describes taking the steps with Dr. Bob on a Wednesday afternoon. Да, если вы... Все, извини, да. Не, можешь продолжать. Если вы внимательно прочтете книгу, то вы увидите, что Билл сам с доктором Бобом очень коротко прошел эти шаги и уже даже забыла. Wednesday, right? Yes. Wednesday they finished all of them. И где-то в среду он закончил. Ребята, извините, забыла мысль и историю. Ну, в общем, программа о том, что Back to Basic это как раз не просто короткая программа какая-то, а именно та
как утверждает Билл, как делали это первые алкоголики. И то, о чем описано в самой книге. I have to move my car. Can you give me just a couple minutes? Окей. I have to. I'll be right back. Он говорит, что нужно передвинуть машину, переставить машину. У нас ведь есть время, да, еще, ребят? Да, есть вот Татьяна задает свой вопрос. Она единички поставила раньше, а у нас такой порядок. По порядку задаются вопросы. Сейчас вот, Мадина, ты не можешь Биллу перевести Татьянин вопрос? Да, конечно. А в чем проблема? Мы, что ли, не даем как бы включиться? Или... Нет, просто у нас люди, когда задают вопросы, они ставят единички. И вот Татьяна поставила единички, а вот кто говорил, молодой человек, он следующий вопрос задал. То есть вот так. Сергей, да. Да, но сейчас вот только я вижу ее вопрос, что не получается задавать вопросы. Как ты медитируешь? Сейчас только пришло. Okay, I'm back. I'm so sorry. No, it's okay. There's a question from Tatiana. So, Bill, how are you doing your meditation and how are you doing 11 steps in the evening? I'm sorry, what's the question? How are you doing your meditation and how are you doing 11 steps in the evening? How am I doing it? Meditation and how are you doing your 11 step at the evening? Well, I do a number of different types of meditation. The one that I talk about and teach and do the most often is for guidance. And I can send you a flyer on that. Actually, you already have it. That's the one from Back to Basics, How to Listen to God. У меня есть много записей медитаций, которые мне помогают это делать. Одна из них называется For Guidance, которая есть Back to Basics, и, возможно, она есть у вас тоже. Могу вам выслать ее, если хотите. I think you have that, don't you? Я думаю, он у вас есть, не правда ли? So, if you can send it, please. Okay, I will. Хорошо, I will. It's not, all that's important is you do something. You know, there's hundreds of different ways to meditate. Just do something. Ну, вообще говоря, на самом деле множество шагов, множество способов медитации, их сотни. Но тут важно просто что-то делать. Не важно, что именно и как именно. Спасибо. Вот следующий вопрос задают. Билл, расскажи, пожалуйста, о своем самом страшном, неудобном, нежеланном 9 шаге. The next question for you, Bill, is tell you please, if you don't mind, about the most terrible and most uncomfortable steps steps number 9. What was most terrible when you were doing step number 9? Putting it off, not doing it. No. The question is, what was the most terrible step number 9? Yeah, that was the terrible thing, was that I put it off. I procrastinated. I didn't do it right away. That's what was terrible. Вообще самое ужасное, что со мной было при исполнении 9 шагов, когда я откладывал выполнение какого-то 9 шага, неважно, каким бы он был. Amend literally means to fix or repair. So the question and the 8th step when we prepare for the 9th is, what can I do to make the situation or the relationship better? What can I do? Some things can never be fixed, but almost everything can be made better.
Вообще говоря, есть такие вещи, которые ты не можешь починить полностью, но в любом случае всегда есть вещи, которые ты можешь сделать лучше. И каждый раз, делая 9-й шаг, ты спрашиваешь себя, что я могу сделать в этом шаге, чтобы сделать ситуацию лучше. And part of becoming willing in the 8th step is we not only make a list of the people we need to make amends to, but we very specifically write down what needs to be done. And once people write down what they're going to do, it becomes much easier to visualize actually doing it, even if it's not right away. Вообще говоря, очень честно, очень полезно при подготовке к 9-му шагу как раз то, что мы делаем в 8-м шаге. То есть написать тех людей, которым мы хотим что-то сделать, исправить, и как мы это хотим исправить. И когда ты это делаешь, это очень помогает при выполнении самого 9-го шага. Keep in mind, amend means to fix or repair. So what an amend looks like for a couple of my sponsees, for one of them, it was getting up earlier in the morning to help his wife with the kids. Ну, представляете, как бы человека, перед которым вы хотите провести 9-й шаг, ну, как он проводит время. Например, один из моих там людей был очень ранней пташкой, вставал рано, чтобы помочь жене с детьми. For another, it was going to church with his wife and kids on Sunday, even though he didn't want to go. Say it again, sorry. Say it again, Bill. Для другого это было хождение в церковь по воскресеньям, хотя он сам не хотел ходить в церковь. Okay, Most of the amends is simply doing the opposite of what we used to do. Ну, вообще много людей делают совершенно не то, что мы хотим делать. And the other part of the amends is forgiveness. We need to forgive people. И другая важная часть, как простить людей, нам надо прощать людей. And we forgive them not because they deserve it, but because we deserve it. И мы их прощаем не потому, что они это заслужили, а потому что мы это сами заслужили. То есть прощение – это наша тема. Мы делаем это не из-за них, мы делаем это за себя. Come to the workshop on the 26th. We spend a lot of time talking about the 8th and 9th step. Приходите на семинар 26 числа, там мы будем много говорить о 8-м и 9-м шаге. Следующий вопрос. Мадина, пожалуйста, твой вопрос. Да, я тогда по-русски, чтобы всем было понятно. По поводу высшей силы хотела бы узнать и отношения, да, как вообще там начиналось, как говорят в книге, нужно иметь какой-то представление, как он сказал, что у него было какое-то там заимствованная высшая сила, а потом к чему привела, да, вот, ну, Сереж, понимаешь, да, что я пытаюсь сказать? Мне интересно, с чего он начал, к чему пришел, сам процесс. So Madina is asking me to translate. So translator is asking to translate. So this is a question about your personal high power. You were talking that you are borrowing some high power from your first sponsee who was a biker. That was an interesting and strange story. But could you please tell us a bit more detailed what the high power for you mean? And how did you come to that? One of the best things I was told was right at the beginning when I was asking about how do I find this higher power, how do I find God? And somebody told me, just stick around and you will be contacted. Ну, это такая ситуация, когда я пытался все время найти эту высшую силу и спрашивал у всех, кто вокруг меня, как мне ее найти, пытался вот ее разнюхать там, разнюхать здесь. И мне просто говорили, просто посмотри, она вокруг. That's what the 12 steps are all about, is to clear the channel to put us in contact with a power greater than ourselves. Вообще говоря, 12 шаг именно об этом, как расчистить, как расчистить, не очень слово хорошее, но как расчистить и прийти к этой высшей силе. То есть весь 12 шаг об этом, как проложить дорогу к ней.
if you do the 12 steps, I promise you, you will find something. I don't know what you'll find for you, but you will find something. Поэтому делайте 12-й шаг, и именно что-то найдете. Я не знаю, что это будет, но по-любому вы что-то найдете. И это будет ваша высшая сила. Просто делайте 12-й шаг. Okay, but for me, most Sundays I go to a Christian church. Но для меня каждое воскресенье я хожу в христианскую церковь. During the week, before COVID, I went to a Buddhist temple to meditate on Thursday. А когда ковида не было, по четвергам в буддийскую ходил медитировать. And I speak to my rabbi at least once a week because it's the only way I know how to sponsor him. И также я с Рэббой общался раз в неделю, потому что это была единственная возможность, как быть для него спонсором. Спасибо большое. Я немножечко хотела, знаешь, о том, что вот он сначала не верил, а потом как он пришел к вере. Вот это я хотела уточнить. And the interesting point is how it was happening when at the beginning you didn't believe in that, and then you did believe. How did that happen? I don't know that It's I can something like explain. switch or I don't know something. that I can explain how it happened. It simply happened as a result of staying here and doing the work. Как это случилось, какого-то щелчка не было, я не могу объяснить, как это произошло. Это просто результат работы, которую я делал, и это просто случилось. Как, я не знаю. Спасибо. Там вопрос по поводу 26-го еще, да, как-то ему озвучить надо, я так понимаю, ведущий. Да, пожалуйста. So, Bill, there is a question from the chat. It is in English, but I will announce it to you. Regarding the 26th, if I cannot participate, will the recording available of that workshop? That's up to you. If you want to record it, I would hope that you would. No. Will you record it? And will it possible for someone to find it somewhere? Because if they will not participate, I mean, will be recorded or uploaded to some resources? Well, that's up to you to record it. No. If the guy will not be possible to participate on 26 on the workshop, is it possible for him to find it somewhere recorded? Or you didn't work? It is recorded, but it's in English. If you want it in Russian, you're going to need to record it yourself on the 26th. Ну, запись будет, но она вся будет на английском, понятно. Если хотите, можете послушать, но на русском не будет. So English is fine, and if it is possible for you, please share the resources when it can be found, okay? I mean the recording of the workshop. Yeah, this is Stan, right? This is what? Who are you? Is this Stan? No, I don't think it is, Bill. No. It's some of. Okay. Слушай, мы можем, я передам ребятам, которые ведут русский воркшоп, чтобы они тоже сделали запись на русском. Stan and Kate and Medina and I think Natasha have all been sent a Facebook page that has it recorded in English. Ну, в общем, есть в группе ребята, Наташа, Мадина и пара других с английскими именами, которые на странице Фейсбука, в которых можно найти запись английской версии. So English is fine, Bill, yeah. Thanks. And also we got the Russian guys which will, let's say, copy the Russian version as well. But I would hope that you record it on the 26th so you have it in Russian. Если кто-то из вас будет присутствовать из русских 26-го на этом мероприятии, просто сделайте запись на русском и все. И поделитесь. So the answer is probably after the 26th. Ну и, скорее всего, вы ответы на вопросы получите после 26-го по поводу вот этих вот поисков высшей силы и всего остального, поскольку времени много будет отведено. You're a good seller, Bill. I'm buying your workshop on 26. Good. Мадина, вот единички ты поставила. Да, еще хочу про 6-7 шаг услышать.
про дефекты характера. У меня вопрос просто немножко, может рассказать, поделиться шестым-седьмым шагом? Question from Madina Bill. Is it possible for you to share your experience in steps 6 and 7? Actually, my experience is very much like what we read about in the 12 and 12. And that is, I was very resistant, like most of us. I mean, isn't it enough that I stopped drinking? Now I have to do something about all the rest of this stuff? What do you mean 12 and 12? 12 steps and 12 traditions? Сереж, это книга 12 на 12. Просто если так ведешь, тебя поймут. Но он говорит, что его опыт по прохождению шагов шестых и седьмых очень похож на то, что описано в книге 12.12. Он очень сильно этому сопротивлялся, но делал то, что ему не хотелось делать. Okay. Basically, there are two ways to do steps 6 and 7. Вообще говоря, есть два способа сделать шаги шестые и седьмые. We can either pray for the willingness to give up our defects of character. Ну, либо мы молимся о том, чтобы обнаружить и победить дефекты своего характера. Or we can be beaten into submission. Either one will work. Или мы просто будем избиты до тех пор, пока не будем готовы сдаться. Ну, либо то, либо другое сработает. То есть, либо нам будет очень плохо, и мы это сделаем, либо будем молиться, и мы это сделаем. For most of us, it's pretty intolerable to keep living the way we were living without drinking. Say it again. The best way is what? For most of us, it becomes intolerable to live the way that we were living without drinking. We have to change the way we live. И вообще самая проблема в том, что мы не можем жить той жизнью, которой мы живем, когда мы не пьем, и должны что-то поменять. The good news about step 6 and 7, though, is we don't have to do it. God will do it. Хорошая новость касательно шестых и седьмых шагов в том, что нам-то не особо чего много надо делать. Бог где-то сделает за нас. The direction in step 7 is humbly ask Him to remove our shortcomings. Say it again, Bill. The direction in step 7 is to ask God to remove our shortcomings. Ну, и направление касательно седьмого шага – это просто попросить Бога сделать так, чтобы мы смогли пройти этот шаг. In other words, we don't need to go to work on them, we just need to ask that they be removed. Поэтому надо просто избавиться от того, что мешает нам пройти этот шаг. So I see no more questions for now. I see the link for the Facebook page has been posted. Thank you. Я вижу линк на Facebook, где это все опубликовано. Спасибо, что отправили. Now, it was recorded on Facebook Live, so it's not they aren't great recordings and they get interrupted, but you can still get the idea. Несмотря на то, что это записано на Facebook Live, качество не очень, но большая идея всего того, что там есть, должна быть понятна. And the PowerPoint is on there as well in English. И также есть презентация там в PowerPoint на английском. I'll see if maybe we can get it uploaded in Russian now too, that we have it in Russian. Не уверен, но возможно, что это также есть на русском. There, somebody's saying they're going to record it on the 26th. Good. Correct. А вот, кстати, говорит, что пишет, что кто-то запишет это дело на русском 26-го. Отлично.
Is that it? Это все? Bill, thank you for your experience.